Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз. Что от вас скрыто, чего вы не ожидаете? А это случится, это произойдет в апреле. Что уйдет, а что придет взамен? Давайте с вами узнаем. Таро-прогноз и цыганский старинный пасьянс на события, которые спешат в вашу жизнь уже буквально совсем скоро, в апреле месяце, уже на пороге. Что для вас может стать как и скоро, так и неожиданно. Начнем мы, конечно, с карт пасьянса. Никогда не знаю, что совпадет, что они вам сейчас покажут. Итак, давайте будем узнавать, какие события идут в вашу жизнь. Нам расскажут маленькие карты с рандомной выдачей. И, возможно, это тоже где-то будет перекликаться с теми событиями, обстоятельствами, которые для вас пока несколько неожиданны. Апрель месяц может стать такой важной вехой в вашей жизни, потому что последний, уже заключительный аккорд Урана, он как раз помогает знакам зодиака стихии Земли и воды обустроить свою жизнь, организовать, чтобы она пошла с правильной ноги. Вот смотрите, в нашем пасьянсе мы можем соединять те карты, которые находятся, ну, как в крайних рядах, по горизонтали, по вертикали. Я уже вижу, нож совпадает. Нож – это либо ссора, либо какая-то конфронтация. И, возможно, это вы уже входите в апрель месяц, и у вас нерешенный вопрос вот у кого-то по части личной жизни конкретно, потому что совпадает еще и любовь. Может быть, разногласие с любимым человеком, роза. Но, может быть, это, знаете, такое завуалированное, потому что все же по бокам расположен этот нож. Может быть, это то, что вас не устраивает, то, что требуется прояснить. Вы можете как переживать. Череп – это не есть какая-то конкретная ситуация, сложившаяся. Это наша внутренняя именно эмоция. Возможно, вам предстоит куда-то отправиться, что-то согласовывать. Возможно, как гости, как и ваши кому-то, так и гости к вам. Бокал – это именно гости. Смотрим, что еще. Как же разрешится тогда ваш вопрос? Вот смотрите, корабль. Мало что корабль один из символов Меркурия, и еще одновременно это символ перемен, поездок, путешествий. Ну, давайте про наш пасьянс цыганский, то это просто конкретно исполнение желания. Одного, какое-то желание ваше исполнится. Смотрим, что еще у вас совпадает. У вас совпадает еще, вот смотрите, тут действительно, ну, может быть какая-то недосказанность или недопонимание, потому что все же любовь, посмотрите, есть какой-то человек, с которым у вас прочная связь. Может быть, это разрозненное, то есть одно дело, вот этот меч, это может касаться работы или, ну, каких-то еще, да, любых, наверное, дел, которые не связаны с личной жизнью. Потому что и как в одном квадрате прочная связь, любовь, это есть какой-то конкретный человек, но есть и то, чем вы, в общем-то, не совсем довольны. Я все же больше вижу, что здесь важные договоренности какие-то вы можете совершить, как сгладить, закопать топор войны, с кем-то договориться. Это точно, потому что у вас еще выпадает подкова. Семейное счастье. У вас совпадает также, мы можем с вами соединить, посмотрите, книга. Книга – это учреждение, официальная структура, официальная инстанция. Конечно, иногда это и учреждение образования, одним словом, это официальные лица и какие-то кабинеты, конторы, офисы, мои дорогие. Может быть, это вы бумаги какие-то там получаете, ну или у каждого тут какая-то своя задача. Смотрите, вам вполне вероятно, вот переживания, да, у вас совпадает колокол. Я не исключаю, что для кого-то может быть известие от официальных органов, или когда вам самим нужно решить какой-то вопрос, который связан с чиновниками. У кого-то это будет касаться жилья, может быть и так, согласование. Но все же колокол – это внешние события, это может быть информация в средствах массовой информации. Каким-то образом ваша жизнь от этого зависит. Вам придется как будто что-то согласовывать. И все же, даже если это
Не просто сложный вопрос, а архисложный вопрос. У вас сейчас есть повод, по крайней мере, возможности решить его. Потому как исполнение желания. Тут и самое главное, не оставить что-то в апреле месяце на потом. Или, знаете, как мы говорим, дать заднюю. Или сказать, ну вот как оно есть, а потом вот, авось оно разберется. Нет, мои дорогие, тут, скорее всего, придется либо договариваться, либо так конструктивно, рационально решать вам какую-то тему, чтобы потом вам что-то, вас точнее, что-то не тянуло назад. Но я не вижу больше совпадений, поэтому давайте мы с вами пойдем дальше. Вообще исполнение желаний, семейное счастье, любовь, прочный союз, ну вот так и хочется сказать, что здесь скорее, как я и предполагала, ну какие-то темы, которые больше касаются либо согласований, официальных каких-то инстанций. Может быть, это вопросы, которые вам нужно по работе с руководителем определить, или, может быть, издать какой-то отчет. Ну, тут у каждого по-своему. Идем дальше, и давайте будем с вами узнавать. Мы ведь спросили, чего вы не ожидаете, да? Чего вы даже, может быть, не предполагаете, а это случится. Давайте такой вопрос зададим первым. Что внезапно? Что для вас неожиданно? Что вас удивит? Завершение. Завершение какой-то сложной истории, тягостного, может быть, состояния. Может быть, это вот время действительно пришло. Не отложить на потом. Здесь все то, что я говорила, вам сейчас высшие силы помогают. Ведь 20-й старший аркан – это, знаете, как по судьбе. Возможно, мы что-то и откладывали, но теперь мы и сами понимаем, что ну сколько ты тут не затягивай какую-то историю, а действовать придется. А ведь и факт, вам как будто страшно браться за какое-то дело. Ну вот, видимо, да, затянувшаяся история, которая уже, ну точно, тянется как минимум месяц, у кого-то годы. Причем это то, что вас, ну знаете, как каждый раз отбрасывает назад. Более того, тут может быть и личная история, когда вам нужно важные беседы с кем-то провести. И при этом не взять какое-то, знаете, среднее арифметическое. Может быть, договариваться и придется, но не в ущерб себе, мои дорогие. Посмотрите, от этого буквально вам дает пространство раз и навсегда какую-то сложную ситуацию, вот все расставить по местам. И где-то Уран вам в этом помогает. Я ведь говорила, тут дело не в картах, тут планетарные транзиты, уже астрологию берем. Поэтому, наверное, сочетание в апреле месяце и вашей какой-то активности и продуманности, безусловно, но и одновременно высших сил, которые вам помогают. Помогают именно до ума что-то довести. Может быть, и поставить в чем-то заключительный аккорд, и как будто с этого момента, о чудеса, колесо фортуны. Вот когда мы что-то откладываем, знаете, как будущее, оно уже на пороге. Но оно словно топчется у наших дверей и не может войти, потому что что-то из прошлого занимает место в вашей жизни и уже не имеет никакого значения. Но как только вы решаете этот вопрос, как раз вот фортуна на вашей стороне. Будьте внимательны, мои дорогие. А что завершится, хочется спросить. Но тут есть возможность даже быстро что-то решить. Возможно, это иногда по 8 жезлов, кстати, я говорю, что это добрая трансформация, но для вас получение бумаги, известия. Или пусть это будет даже вот как в средствах массовой информации. Новость, которую вы слышите, сначала обескураживает, но мы так думаем рационально. Тем не менее, это ведь каким-то образом, раз я это слышу, к моей жизни это имеет отношение. Тут, правда, возможно, вот что завершится. Либо это конкретный человек, может быть, даже у кого-то из вас вопросы, которые связаны с судами. Ведь у нас юристы, адвокаты, судьи проходят по этой карте. Для кого-то из вас это человек в погонах. Погоны тоже бывают разные, ну и военные, но и не только. То есть официальное, да, лицо. Это карта эксперта. Где-то вам говорят, может быть, вам необходимо, если вы... Кстати, это такая подсказка, мои дорогие, что завершается. Если вы хотите завершить какое-то дело, то подсказка будет заключаться в том, что, возможно, вам будет необходима консультация специалиста. Идут узкие специалисты. У кого-то банально могут быть вопросы, связанные с домом. Когда вам нужно что-то отремонтировать, привести в порядок.
и не отложить это на потом, а именно теперь. Узкие специалисты, ну, допустим, как вот я говорила, люди, работающие с металлом, это могут быть все равно где-то электрика или, ну, любая другая, наверное, сфера нашего дома, которая требует вот сделать что-то по уму, сделать это основательно, сделать так, может быть, как предусмотрено законом, или оформить документ. Может быть, это и чиновник, кстати, какое-то высокопоставленное лицо, которое, да, работает по приказам, вот что отличает этого человека, но он призван в рамках собственных полномочий разъяснять, может быть, или говорить, как предусмотрено порядком. Поэтому вот завершить какое-то дело вы как раз, может быть, не в одиночку, ведь правда вы можете завершить, тут как будто нужно даже, необходимо, потому что как карта колеса фортуны, старший аркан, так у вас и нулевой, словно вот это будущее уже у вашего порога. Возможно, вам придется с кем-то взаимодействовать, когда два короля и больше, это всегда инстанции, это всегда официальные лица. Договариваться скорее придется. Но ведь вы знаете, на самом деле консультация человека, знающего вот этого эксперта, вам поможет как раз не просто что-то завершить, а еще одновременно начать, довести до толка как будто. Потому что тут вы можете столкнуться с таким человеком, который вам окажет дельное участие или содействие. Что еще завершится? Может быть, это конкретно какой-то человек, и вы хотите с ним что-то завершить. Но, видимо, смотрите, выпадает аркан отшельник. А что отшельник нам хочется сказать? Потому что иногда это ведь мы сами, как будто так предусматриваем для себя, что вот наша позиция или то, как мы представляем, это абсолютно верно. Но я бы все-таки сказала, смотрите, тут у вас карта Иерофанта, это не случайно вы столкнулись с ситуацией, с конкретным человеком, или какая-то история уже дошла до определенного какого-то периода. И вот никогда, как сейчас, вам именно в апреле нужно, в очередной раз повторяюсь, все расставить по местам. Тут не только высшие силы помогают, планеты, назовите это как угодно, или судьба. Потому что у вас открываются совершенно другие пути для того, чтобы вы осуществили свою мечту. Конечно, нужно быть осторожным. Змея, да? Фонарь, а это прообраз интуиции. И поэтому слушайте свою интуицию. Я тут больше вижу, вам придется что-то переиграть. Хотела сказать прежде по отшельнику, знаете, как, хоть и есть поговорка, один в поле не воин, но вы-то сейчас воин как раз. Но это не буквально там баталия какая-то, нет. Мы говорим о том, что взаимодействие, может быть, и есть. Может быть, дельный совет тоже присутствует, а вот какое-то действие придется осуществлять самому. Это не то, что мы даже, предположим, там нам кто-то оказывает содействие, и мы думаем, что ну вот оно само что-то решится. Нет, мои дорогие, тут, скорее всего, придется как и воспользоваться какой-то услугой или провести какую-то разведку, может быть, да, даже по документам, по законам, или довести до ума какое-то дело. Но все же от вашей именно активности будет зависеть то, что тянется слишком долго, и вам как создает помехи. Уже хочется сказать даже так. Однозначно, мои дорогие, буквально два ряда карт говорят о том, что есть какие-то темы, которые стремятся к тому, чтобы уже какая-то точка была поставлена, чтобы это не затягивалось на более далекий период. Потому что тут уже два старших аркана. Тут действительно будущее на пороге. Уже ожидаются какие-то потом последующие развития событий, которые будут связаны не совсем с вашими желаниями, а с обстановкой вокруг. Вот именно об этом еще нам говорят карты. Давайте тогда узнаем, а что придет взамен? Что стоит возле вашего порога или на пороге каких событий вы стоите? Карта праздника. Карта праздника, по поводу того, что вы как меняете сами направление, становление мага, что придет взамен. Вы как будто решаете какую-то, хочется сказать, заскорузлую тему или разбираетесь в каком-то вопросе. И вот действительно ваша жизнь принимает
другую организацию, новый порядок. Вы сами тут можете, знаете как, воодушевиться тем, что вы, знаете, какой-то ребус жизненный решили или запутанную ситуацию. И с этого момента, как только вы как с мертвой точки сдвигаете этот вопрос, вы понимаете, это, знаете, как, может быть, не случайность будет еще в том, почему вы оказались в этом положении. И я допускаю, у каждого своя какая-то сфера жизни. Ну, давайте подытожим. Вы не случайно оказались, потому что вот именно этот опыт вам будет необходим в будущем. И именно это как новая точка отсчета, когда вы сумеете, вы не просто решили банальный какой-то вопрос. Тут, похоже, у кого-то из вас, ну, понятно, плюс-минус, тут мы все разные, все же наш прогноз общий. Но именно когда ты решил, закрыл какую-то тему, и ты понимаешь, ты чувствуешь, что такое для меня самодостаточность. Вот как у мага принципы «я хочу, я могу, у меня получится». Вот абсолютная вера в собственные силы, в собственную ресурсность. Она должна как будто точно возрасти, вот довести до ума. Все-таки десятка жезлов нам говорит о том, что слишком долго что-то тянется. Вы уже от этой ситуации устали. Да, мы говорим, эта карта иногда советует нам буквально отдохнуть, потому что уставшие люди делают ошибки. Эта карта может точно так же советовать, что для вас, если у тебя словно искаженное восприятие, вот поэтому тебе и нужны какие-то узкие специалисты. Или пусть это человек, который был в подобной ситуации. Пусть это не высокопоставленное лицо или какой-то чиновник, пусть из разряда ваших даже друзей, но это не те друзья, которые, ну вот много этих друзей, а когда точно человек знает, как поступить и как не нужно поступать. То есть это дельный совет, а не совет постороннего, то тогда у вас сил хватит довести как раз какое-то дело до ума. Это вы маги и волшебники. И вот посмотрите, это ведь то, что придет взамен. Давайте еще узнаем, что идет в вашу жизнь, чего вы пока не видите, а в апреле, вот смотрите, ваша карта. Тут явно будет точно какой-то пересмотр, потому что вы долгое время на что-то соглашались. Тут перезагрузка целая у вас в апреле. Ну, может быть, и не для всех, потому что у кого-то будет более такой спокойный апрель, а для кого-то он-то вроде бы и спокойный. Но есть некоторые, как занозы, хочется сказать. И самое лучшее время с этим разобраться – это именно апрель месяц. Почему? Потому что иногда эта карта, королева кубков, ведь это карта бескорыстного человека, бескорыстной любви, такой вот искренней. Это тот человек, который способен быть альтруистом, но вот этот альтруизм, он как-то гиперболированный. Он может перерасти в самопожертвование. И тут у нас рядом рыцарь мечей, это карта, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Или когда у нас на какое-то дело открываются как глаза, и мы говорим, ну надо же, а ведь я об этом не думал, я этого не предполагала. И эта тема будет касаться денег. Денег, когда вам придется, может быть, пересмотреть статьи доходы и расходы, вашего участия в чем-то, или, может быть, вообще у кого бизнес свой или личное дело, здесь саму концепцию получения доходов и последующих трат. Потому что прекрасная карта на девятка пентаклей, она будет говорить с одной стороны, это получение даже может быть крупной суммы денег, а с другой стороны 9 по нумерологии это вибрирующее число и перемен. Что вы пока не видите, а это случится. Но, наверное, такой расклад у нас с вами. У нас еще будет много на апреле разных других раскладов, но, видимо, вот основная концепция, когда вы чего-то не ожидаете, не видите, тут уже что-то завершается. Вот, кстати, я ведь могу допустить. Вы ведь можете не видеть даже, пусть у кого-то по отношениям, да? Может быть, вы и пытаетесь что-то сохранять. У кого-то так. А отношения, они с вашей стороны, они искренние. Со стороны другого человека заинтересованность. Кто-то узнает эту правду и поймет, что нет, это как-то нужно подвести к финалу. Тут, правда, эта карта, пусть не в этой колоде, в другой, вот это у меня есть колода ангелов-хранителей, я делаю иногда эти расклады,
Так вот, там 13-й старший аркан говорит: отпускай. Вот вам что-то нужно будет отпустить. Как изменится ваша жизнь, пару карт давайте достанем. Необычный у вас расклад. Посмотрите, добрые вести идут. Но это те вести, когда по рыцарю кубков мы не успокаиваемся. Вот вы знаете, добрые вести у кого-то могут быть как знакомство, новое знакомство. Да, мы не говорим, что мы уже сразу какие-то планы строим, но для кого-то из вас сама по себе как идея может прийти, вдохновение тоже идет по этой карте, или какие-то новые планы, а с учетом пажа Пентаклей перемены, перемены по части финансов или какие-то финансовые изменения. Всегда ведь эта карта еще и тоже вестников, когда мы готовы что-то начать новое, или когда нас что-то, знаете, вот как в хорошем смысле любопытство нас цепляет, как проект, и мы начинаем это тоже изучать. Но здесь какая-то перезагрузка, что ждет вас в будущем. Вот вам нужна эта история была для того, чтобы, может быть, совершить некоторые контакты или оказаться в нужном месте. Возможно, эта карта иногда говорит: будь легок на подъем. Не откладывай что-то на потом. Пользуйся моментом. Вот, может быть, эта перезагрузка именно для вас где-то в апреле будет связана с тем, что вас как пространство учит буквально, ну это правда судьба не только мучит, но и учит решать вопросы по мере поступления. Точно. Смотрите, как здорово. Если двойка, мы еще сами как будто балансируем, да, или мы пытаемся, у кого-то ситуация по финансам, да, словно два пентакля, и нам приходится вот быть этим жонглером. Но как только вы завершаете, что-то пересматриваете, будущее уже не просто на пороге, а входит в вашу жизнь, а ваши планы приобретают более конкретное очертание. Ну, вот необычный такой для вас может быть месяц апрель. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас, мои дорогие, за вашу эмпатию, за вашу поддержку моего творчества, за ваши шикарные добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на моем сайте, все ссылки в описании под видео. И я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.